Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас пятница, 20 мая, выпуск экстренный. Все события, которые мы с вами обсуждаем, так или иначе связаны с войной, поэтому выпуск экстренный. Экстренный выпуск, к сожалению, уже традиционно. Давайте немного обсудим положение дел на фронте. Все там движется с переменным успехом. Ну, опять-таки, если успехом можно назвать то, что российские войска уничтожают, фактически сравнивают с землей украинские города. Практически полностью уничтожен город Рубежная в Луганской области. Сейчас уничтожает город Северодонецк. Рядом с Северодонецком находится Лисичанск. Тоже практически уничтожен город. Ситуация катастрофическая. Это мы сейчас назвали только 3 города. Фактически все 3 города повторяют судьбу Мариуполя. Если не хуже, в Мариуполе хотя бы часть зданий осталась нетронутым. Если я правильно понимаю картину, как мне объясняли, то в этих 3 городах суммарно больше разрушений, чем в Мариуполе. Я имею в виду в процентном отношении. И ситуация действительно катастрофическая, тем более, что это промышленные города, и Рубежная, и Северодонецк, и Лисичанск. В Лисичанске находится нефтеперерабатывающий завод, который уничтожен. В Рубежном тоже заводы находятся довольно крупные. В Северодонецке химическое предприятие «Азот», которое когда-то выпускало минеральные удобрения и еще много-много чего. Но практически уничтожены города. Сейчас мы говорим только о 3 городах, а таких городов немало таких городов на фронте, на линии соприкосновения. И все это, конечно, выглядит печально. Гибнут люди, гибнут мирные жители, гибнут военнослужащие с той и с другой стороны по идиотской прихоти президента России Владимира Путина. А что же сам Владимир Путин? Владимир Путин со вторника, да, он провел встречу с лидерами АДКБ, а со вторника не появляется на людях. Показывают консервы его встреч с Чемизовым, там еще с кем-то он встречается, но все консервы. Лично он провел всего 2 телефонных разговора за эти дни, и сейчас общение с ним поддерживает на официальном уровне только секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. Все отчеты, все доклады, которые ранее получал президент России Владимир Путин лично, теперь проходят через Николая Патрушева. Как долго это продлится, посмотрим, но ситуация становится напряженной. Дело в том, что элиты не готовы воспринимать Патрушева как человека, который гарантирует статус-кво текущий. Все прекрасно понимают, что если Владимир Путин отходит от дел внезапно или постепенно, то ситуация будет меняться коренным образом. Путин на сегодняшний день выступает гарантом соблюдения статуса-кво и гарантия соблюдения, ну давайте назовем это примитивно, да, соблюдения прав и обязанностей всех элит в России. На сегодняшний день президент России Владимир Путин болен, и болезни у него те, которые неизлечимы. Как онкология, которая находится в той стадии, которая на сегодняшний день не имеет возможности быть излеченной, так и болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство. Это основные болезни, которые терзают и мучают президента России, если так можно сказать. Навряд ли это можно сопоставить с президента России Владимира Путина сопоставить с обычным человеком, да, и сказать, что его мучают и терзают те же мысли и, соответственно, те же болезни. Безусловно, он получает лечение самое передовое, самое инновационное, и он имеет возможности продлить свою жизнь, нет никаких сомнений, и насколько долго продлится его существование в этом мире, насколько долго он еще будет мучить, ну, посмотрим. Есть общее ощущение, в том числе и у лечащих врачей, что все это продлится не особо долго. Но, опять-таки, если мы уже несколько раз говорили,
о том, что многие надеются, что вот сейчас Путин умрет и будет что-то коренным образом изменится. Поймите, измениться может как в лучшую, так и в худшую сторону. Сильно изменение в лучшую сторону, если вдруг власть сохранится в этих рамках, да, в рамках этого режима. У меня большие сомнения, что этот режим сохранится в его первозданном, что называется, пропутинском виде, в том виде, в котором его создавал и создал в итоге президент России Владимир Путин. Еще раз повторю, у меня есть большие сомнения по этому поводу. Но вот рамки, какие-то рамки, еще раз повторю, могут сохраниться. Могут сохраниться они как в сторону послабления репрессий и в сторону каких-то минимальных свобод, так и в сторону ухудшения ситуации, еще большего закручивания гаек. Это мы сейчас описываем ситуацию, когда власть перехватывают коллеги, единомышленники Владимира Путина, его бывшие сослуживцы, его приверженцы, скажем так. Но ситуация может измениться и коренным образом. Для этого, конечно, потребуется немалая часть поддержки гражданского общества. Без поддержки гражданского общества, без поддержки вас, уважаемые зрители и слушатели, что-то поменяться существенно в России не может, поверьте мне. Все, если будет заговор элит против другой части элит, ну, существенных, еще раз повторяю, изменений ожидать довольно сложно. Итак, Владимир Путин болен. Все в элитах прекрасно понимают, к чему приведет смерть президента. Будет большой передел, гарантий, еще раз подчеркиваю, гарантий не для военнослужащих, не для одного из силовиков нет. Просто нет. Кто перехватит власть, кто окажется более удачливым в этом. Либо произойдет революция под руководством, ну давайте назовем даже не под руководством, а с переломом в ту или иную сторону под эгидой элит. Ну, есть, скажем так, элиты, да, на сегодняшний день, которые более демократично настроены к пониманию власти, к будущим переменам. И вполне возможно, я еще раз подчеркиваю, вполне возможно, для того, чтобы сохранить свое существование, для того, чтобы сохранить свое положение во власти, они пойдут на то, что поддержат гражданское общество. Это не те преступники, которые совершали кровавые преступления, находясь в этой власти, не те люди, которые возглавляют режим, но те люди, которые вполне возможно на сегодняшний день относятся к экономическому блоку. Те офицеры, которые отказались выполнять преступные приказы, такие люди есть, их просто никто не афиширует, их не показывают публике. И эти люди не проявляют себя с точки зрения пиара, они никак не показывают себя и не рекламируют, не говорят о том. Ну, во-первых, это чревато для самого существования этих людей. Эти люди находятся в России, они сейчас отстранены от должностей. Но, еще раз подчеркиваю, такие люди есть даже в Генштабе. И такие люди есть среди силовиков, такие люди есть, да, их немного, это, конечно, еще раз подчеркну, это не директор ФСБ и, конечно, не директор СВР, это не руководство силовых структур, но это те люди, которые находятся на уровне руководителей департаментов, которые находятся на уровне замруководителей служб. Поверьте, такие люди есть. Еще раз подчеркиваю, эти люди на сегодняшний день отстранены, они не занимаются тем, что укрепляют эту власть, и наоборот, они высказали свою позицию четко и ясно, и именно поэтому отстранены. Есть люди, которые готовы саботировать в случае больших перемен, готовы саботировать как минимум приказы руководства. Есть и люди, которые готовы помогать большим переменам. Мы уже говорили о том, что мы готовим большой политический проект, и мы готовим большие перемены. И все, надеюсь, будет осуществлено в обозримом будущем. Еще раз подчеркиваю, в обозримом будущем. Не когда-то далеко и не прямо сейчас, но в обозримом будущем. Сейчас стоит помнить и напомнить вам, я хочу вам напомнить, что в России огромное количество политических заключенных. Это прежде всего Алексей Навальный, это и Пивоваров, это и
Сафронов, это и теперь уже Кара-Мурза, и огромное-огромное количество людей. Конечно, я всех не перечислю, потому что это списки на сотни людей. Я говорю о том, что стоит помнить об этих людях, стоит помнить и стоит эту тему постоянно поддерживать на плаву, для того, чтобы люди помнили, что есть в России люди, которые сейчас подвергаются еще большим репрессиям, чем обычный гражданин России, который имеет свое мнение на происходящие события. Эти люди находятся в основном, эти люди находятся в заточении. И эти люди сейчас, безусловно, мучаются гораздо больше, чем все остальные. Мучаются, приносят эти мучения за позицию, которая в том числе и оттеняет в той или иной степени и вашу позицию. Я уверен, что все практически наши уважаемые зрители и слушатели придерживаются того мнения, что Россия достойна больших перемен. Так вот, большинство из политических заключенных, практически все, это люди, которые стремятся к большим переменам, которые сейчас находятся в заточении, и нет никаких сомнений, они абсолютно не должны быть в тюрьме и абсолютно ни в чем не виноваты и перед законом абсолютно чисты. Еще раз повторяю, первое и основное требование любых перемен – это требование освободить всех политических заключенных. Без этого больших перемен не будет, даже не надейтесь. Итак, помним, еще раз повторяю, помним обо всех политических заключенных и держим эту тему на плаву. Далее давайте поговорим о войне в целом и о настроениях в обществе. Первый этот адреналин, первые эмоции яркие и бурные по отношению к тем или иным действиям, по отношению к событиям, которые принесла эта война, они утихают. Ну, человек такое существо, которое приспосабливается ко всему, и даже этот информационный вихрь постепенно утихает, и война становится обыденностью. Так вот, как не стоит забывать про политических заключенных, так не стоит и успокаиваться, и забывать про то, что война – это всегда смерть, это всегда страх, это всегда разрушение, это всегда крах многих иллюзий, многих надежд, но в том числе война и это перемены. Перемены далеко не всегда к лучшему, но если побеждают силы добра, если побеждает справедливость, да, война это горе и несчастье, но победа сил добра, давайте назовем это консолидированная победа противников путинского режима, несомненно, принесет большие перемены и, несомненно, принесет спокойствие и конец войне. Конец войне с победой над путинским режимом, еще раз подчеркиваю. Победа над путинским режимом принесет не только мир, но и процветание России. Поэтому, как это ни парадоксально, мы уже с вами обсуждали много раз, победа Украины приведет к краху путинского режима, а соответственно к освобождению России, к освобождению и процветанию всех граждан Российской Федерации, которые готовы к этим переменам, которые готовы жить свободно и развиваться без каких-либо ограничений со стороны этого преступного режима. Так, уважаемые зрители и слушатели, еще раз говорю, если вы нас поддерживаете, поставьте лайк к этому видео. Мы готовим большие перемены, мы готовим большие политические проекты, большие перемены во власти, большие изменения в нашей стране, в России. Надеемся, что уже в ближайшем будущем все это осуществится. Наше обещание с окончанием Владимира Путина с черенком лопаты в заднем проходе осуществится. У нас было предложение. Если вы помните, мы Владимиру Путину ставили ультиматум еще сколько получается, более года назад. Мы ставили ультиматум с требованием либо он заканчивает так, как я
уже анонсировал, либо он добровольно отправляется в Гаагу. Многие удивились тогда нашему ультиматуму, но я вам скажу, что в то время, когда мы выдвигали ультиматум, война была так же близко, как в начале февраля этого года. И то, что она тогда не произошла, это опять-таки на тот момент была большая удача. Владимир Путин имеет и сегодня возможность выбрать либо это Гаага, либо черенок в заднице. Но Владимир Путин, насколько я понимаю, свой выбор сделан. Черенок его ожидает. Он решил закончить таким образом. Ну что ж, это опять-таки его выбор. Я думаю, это не худший выбор для граждан России и такой назидательный пример для будущих поколений в российской власти. Я думаю, опять-таки, не худший пример. Итак, на сегодня, наверное, давайте это все. Если хотите нас поддержать, если поддерживаете нас, поставьте лайк к этому видео, подписывайтесь на наши каналы. В описании к этому видео есть подписка на наш Инстаграм, есть подписка на наш Patreon. Если есть возможность поддержать нас материально, нам это действительно необходимо. Есть подписка на наш Patreon, там несложный алгоритм, есть подписка на на спонсирование нашего канала в YouTube, есть наши криптовалютные кошельки. Помогайте. Я думаю, что мы победим. Я в этом уверен. Итак, мы вас любим, это искренне. Спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.